Министерство обороны США в ночь с 28 на 29 апреля опубликовало 3 видеозаписи, на которых сняты неопознанные явления. Один ролик был записан в ноябре 2004 года, 2 других – в январе 2015 года. Хайтек рассказывает, что это за ролики и действительно ли они подтверждают существование НЛО. Министерство обороны официально выпустило 3 рассекреченных ролика, на которых пилоты ВМС взаимодействуют с неопознанными летающими объектами или НЛО. В заявлении, которое сделал Пентагон, говорится, что после тщательного анализа в министерстве поняли, что в видео не раскрываются какие-либо секретные возможности самолетов или их системы, а сама публикация не препятствует каким-либо последующим расследованиям таких типов военных вторжений в воздушное пространство. Опубликованные сейчас Пентагоном ролики попали в открытый доступ еще в 2007 и 2017 годах без разрешения Минобороны США, и только сейчас американские военные признали их подлинность. Минобороны США публикует эти видеозаписи, чтобы прояснить любые неверные представления общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными, или же в них есть что-то еще. Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные, сообщили в Пентагоне. На видеозаписях, снятых с военных самолетов, присутствуют другие летающие объекты, однако внешне они не похожи на известные летательные аппараты. При этом газета The New York Times в 2017 году опубликовала один из роликов, который сейчас стал доступен на сайте Пентагона. На этих кадрах пилоты 2 американских истребителей FA-18 обнаружили неизвестный объект размером с частный самолет. Этот ролик был записан в августе 2004 года. Пилоты, которые взлетели с авианосца США USS Nimitz у берегов Сан-Диего, сопровождали неизвестный объект в воздухе. В видео можно услышать разговоры военных и их реакцию на скорость этого объекта, который летит против ветра на скорости 193 км в час и вращается. Кроме того, по данным газеты, в 2014-2015 годах пилоты ВМС США неоднократно встречались с загадочными объектами, парящими в небе. Один из них был в форме волчка, который двигался против ветра, а другой в форме сферы, заключенной в куб. Кроме того, пилоты описывали, как видели продолговатый объект длиной в 12 метров, который висел на высоте 15 метров над уровнем моря, после чего очень быстро поднялся в воздух и исчез с поля зрения военных. Это значит, что Пентагон официально признает существование НЛО? Нет. Официально Пентагон утверждает, что объекты на видеозаписях остаются неопознанными летающими объектами, действия которых можно классифицировать как военное вторжение на воздушную территорию США. Кроме того, несмотря на многочисленные заявления американских пилотов об НЛО, президент США Дональд Трамп еще в 2019 году заявил, что не верит в их встречу с неопознанными летающими объектами. Однако еще после первой публикации новых видеозаписей с НЛО в 2017 году Пентагон признал, что развивал программу расширенной идентификации угроз космической деятельности, которая была основана в 2007 году и расформирована в 2012 году. Эти 5 лет программа, финансирование которой составляло около $20 миллионов, занималась изучением сообщений о неопознанных летающих объектах, однако о результатах этой миссии ничего не известно. Тем не менее, Луис Элизондо, бывший глава секретной программы, заявил CNN в 2017 году, что есть очень убедительные доказательства того, что мы, возможно, не одиноки. Эти самолеты, мы будем называть их самолетами, демонстрируют характеристики, которых в настоящее время нет ни в американских, ни в каких-либо иностранных армиях, о которых мы знаем, сказал он. После публикации видеороликов американский сенатор Гарри Рид, который был одним из инициаторов создания программы по изучению НЛО, заявил, что Пентагон и дальше должен публиковать подобные записи, поскольку это лишь маленький кусочек из всех доступных материалов. Кроме того, США, по его мнению, необходимо серьезно и научно взглянуть на дальнейшее изучение НЛО и особенно на потенциальные последствия для национальной безопасности. Кроме того, американские военные в середине 20 века развивали проект «Голубая книга», в котором исследовали поступающие сообщения об НЛО. Исследования были прекращены в 1969 году. За почти 20 лет ученые получили 12 618 сообщений об НЛО, однако практически все из них были ошибочны, так как на деле наблюдались природные явления, облака или звезды, либо обычные самолеты.
По данным Национального управления военно-космической разведки США, ряд сообщений можно объяснить полетами ранее засекреченных самолетов-разведчиков Ю-2 и А-12. Лишь небольшое количество сообщений об НЛО было классифицировано как необъяснимые даже после строгого анализа.